Привет! И в этом году я остаюсь верна традиции, поэтому представляю вам видео «25 жизненных уроков за мой 25-й год жизни». Я научилась азам классического массажа. Массажная школа – это уникальное место. Здесь люди скорее хотят сделать массаж другому, чем самому оказаться на столе. Поэтому все по-джентльменски говорят «после вас». Интроекты – это мысли, фразы и установки, которые принадлежат другим людям, но почему-то живут в твоем сознании и могут мешать тебе жить. Например, старость не радость, работать нужно по профессии, нельзя оставлять силу на тарелке, молодой девушке опасно путешествовать одной. Если сейчас очень весело, то скоро будет очень грустно. Для меня стало новостью, что у меня вагон и маленькая вагонетка вот таких вот интроектов, которые по сути являются правилами, с которыми я даже могу быть не согласна. Да, некоторые из них полезны, а некоторые откровенный мусор. Но оказывается, они все были у меня в голове. Я для себя решила, что их надо периодически отслеживать, записывать и пересматривать. Вообще, нужны они мне или не нужны, может, надо сразу выкинуть. Время от помолвки до свадьбы – это важный период для окончательного осмысления, взвешивания и трезвого принятия решения. К тому же это уникальный период особенно романтичных свиданий, планирования и предвкушения совместной жизни. Пока я была невестой, я чувствовала себя особенно легкой, окрыленной и женственной. И квинтэссенцией этого состояния стал девичник. Я считаю, что девичник – это важный обряд, назовем его так. Лично для меня девичник стал таким пограничным столбиком, когда я могла остановиться, выдохнуть, осознать и прочувствовать грядущие изменения. И к тому же это был невероятно радостный, яркий, насыщенный день вместе с любимыми подругами, а мы сейчас так редко собираемся вместе. Если когда-то меня скорее пугала мысль «вместе на всю жизнь», то сейчас она меня радует и воодушевляет. Замужем классно. И в то же время самая лучшая фраза, описывающая начало совместной жизни, это точить углы друг об друга. Несколько лет назад я почувствовала, что моя семья непременно будет двуязычной. То, что с мужем я буду говорить на русском и на эстонском, этого я никак не ожидала. Всегда было интересно, как люди так общаются, а оказывается ничего. Мне нравится говорить на смеси или сначала на одном, на другом, потом на обоих. Незаписанные мысли растворяются так же быстро, как сахарная ватка у енотика. Не ленись и делай заметки в таком виде, в котором ты можешь записать мысль быстрее всего. Для меня это бумага и ручка, а иногда и аудиосообщения. Оказывается, мне нравится готовить. За время семейной жизни моя тетрадочка с рецептами значительно пополнела, а раньше там был один рецепт – чизкейка. Делать дела, домашние или рабочие, гораздо приятнее, если можно делать их без спешки и не отвлекаясь. Я прекрасно умею напрягаться, а вот расслабляться мне еще учиться и учиться. Мужской словарь сильно отличается от женского. Если у мужчины норм это может быть десяточка, то у девушки норм это среднее и даже хуже. Немного монотонной работы – это неплохо. Она помогает мне думать. Может быть, секрет в ритме или в том, что отвлекаешься от самого предмета своих размышлений. В студенческие времена я подрабатывала официанткой и пока полировала ложки, думала о дипломе. Сейчас на работе очень хорошо думается, когда, например, на Вортексе шатаешь пробирки. Всегда проверяй, закрыта ли крышка, особенно перед тем, как трясти пробирку с анализом на COVID. Я очень тихо передвигаюсь и этим периодически пугаю людей, особенно своих коллег. Про экранизации книг. Некоторые сцены в книгах просто более кинематографичны. Не все можно и нужно переносить на экран. Поэтому я больше не возмущаюсь, что «а книга лучше». Писатель и режиссер, в принципе, по-разному взаимодействуют с людьми. Если писатель говорит «вот моя история, читай, представляй», то режиссер говорит «вот история, как я ее увидел. Смотри, сопереживай, но ничего не трогай». Как я сейчас вижу творчество? Представь маленький круг. Это ядро, это суть, это идея. Твоя идея, которую ты просто обязан донести людям. То есть то, что ты не можешь не донести. И есть круг побольше, обрамляющий первый. Это мастерство. Мастерство — это что-то, что помогает донести вот эту суть, это ядро максимально чисто, ясно и интересно. Мастерство — это то, что надо оттачивать каждый день. И здесь можно вспомнить фразу «мы есть то, что мы делаем изо дня в день», а также вспомнить про пользу полезной привычки. В общем, мастерство можно прокачивать как мышцу. И при всем при этом есть еще и креативность. Креативность — это тоже классно, но креативность, она другая.
Креативный человек тоже что-то создает, что-то потенциально новое, может даже он вдохновляет других людей. Но креативность — это не обязательно творчество. Можно заставить себя быть креативным, но выдавить из себя творчество невозможно. Его можно только пережить, оно приходит по вдохновению или по внутреннему озарению. Чем больше смотрю хорошие фильмы и фотографии, тем более композиционно интересные сны мне снятся. А после Тарковского мне начали сниться дальние планы разрушенных зданий и вечные дожди. Я научилась проявлять черно-белую пленку. Надо регулярно двигаться. Я отчетливо ощущаю, как физическая нагрузка благоприятно влияет на мое настроение, на общее состояние, на движение мыслей в моей голове. И вообще, жизнь лучше, когда ты двигаешься. Поэтому не ленись. В этом году встреч с подругами было меньше, и я четко поняла, насколько мне не хватает общения. К счастью, спасают аудиосообщения. Если чувствуешь, что идешь куда-то не туда в плане работы, то советую Карьяри Неустамина. Я очень рада, что обратилась туда, хотя раньше думала, да что они мне там скажут, чего я не знаю. Но на самом деле было полезно. Наверное, самое важное, что я извлекла для себя из беседы с консультантом, это то, что действительно есть люди, которые не могут заниматься одним делом, им хочется всего и сразу, и это нормально. То, что я думала, это меня так шатает, и у всех все как-то стабильно, там 1-2 хобби и работа. Вот, но нет. А так как всем и сразу не получается заниматься из-за того, что есть ограничивающий фактор — время, то можно заниматься чем-то на протяжении полугода, потом поменять деятельность, и тогда эта жажда разнообразия удовлетворяется. Для меня важно документировать свою жизнь, переносить мысли из головы на бумагу и запечатлевать окружающий мир в видео и фото. К счастью, я многое забываю. Но доброе и светлое я стараюсь фиксировать. Так у меня всегда под рукой есть машина времени, которая исправно работает. Можно искренне радоваться за других людей, как за себя. Меня настолько переполняла радость, когда я узнавала, что хорошие люди женятся или венчаются, или у них рождаются дети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Пока.